В этом видео вы узнаете, почему легендарный лорд фракции хуже обычного лорда на тележке, как детишки Дракогры налегке доминируют над папашей Шагутом, и с каких пор обычная пушка главный козырь хаоса. Да, это воины хаоса, парни, которые славятся не только пафосной броней и эволюцией из бичей в элиту, но и самим Архаоном навеки избранным, главным фаворитом фэнтези Вахи. Но чтобы грамотно раскидать этот тир-лист, мне пришлось выкрутить аналитику на максимум, ведь в ростере на секундочку более 200 юнитов, от железных банок всех цветов до демонических прихвостней каждого бога хаоса. С одной стороны, это лютая вариативность, а с другой, определиться с путем развития почти нереально. Куда бы вы ни склонили свою грязную душонку, везде будет по-своему комфортно. Поэтому я долго думал, как все это оценить и не сойти с ума. Важное уточнение: всех демонов и цветастых воинов я сразу вычеркиваю. Их мы уже разобрали в отдельных роликах, плейлист в описании. Сегодня мы препарируем только тех, кто принадлежит неделимому хаосу. Этих ребят я еще не касался, а они явно заслуживают отдельного внимания. Так что никаких меток и даров, только жесткий неделимый и его верные слуги. Оцениваю как обычно, формат бессмертных империй, строго ПВЕ. Также я оцениваю не только войска, но и лордов с героями, чтобы было веселее. Сегодня у нас будет целых 6 тиров, поэтому давайте быстро поймем суть каждого на примере юнитов. Давайте по порядку снизу вверх. F-тир — смерть слабым. Открывает парад позора Фурии и Хаос. Этих бедолаг не особо жалуют даже в армиях Великой Четверки, а в базовой версии их вообще 0 шансов вас заинтересовать. Урона нет, рассыпаются от любого чиха, да еще требует активации даров. Короче, кринж низов и пустая трата слотов в армии. D-тир — бандиты. И тут, как ни странно, расположились тролли хаоса. Сама по себе базовая версия довольно бодрая монстра, особенно для второго тира, но есть один жирный минус: они панически боятся обстрела. В итоге в половине боев они набивают тонны урона, а во второй половине в ужасе убегают через 2 минуты, потому что по им разок дали залп лучники. Юнит крайне ситуативный. Си-тир — воины. На почетном среднем месте у нас Мантикора. Почему эта бешеная собака с крыльями так высоко? Все просто. Из-за отсутствия адекватных стрелков и летунов на старте, нам просто приходится ее нанимать, чтобы хоть как-то кошмарить вражескую артиллерию и стрелков. Да, есть герои, для которых эта зверюшка маунт, но будем честны, вы этих героев почти никогда использовать не будете. Кстати, о героях. Возвышенный герой хаос. По факту просто хороший парень с топором, которых у фракции и так навалом. Мало того, что польза от него сомнительна, так еще у Великой Четверки есть альтернативы, которые во всем обходят своего неделимого братка. Из-за дикой конкуренции он падает в самый низ. F-тир. А вот маг хаоса — это уже интереснее. Целых 4 сильные школы магии, плюс святилище в качестве транспорта. Звучит как имба, но только на первый взгляд. На деле уникально остается только магия огня, но и тут есть принц-демон, а само святилище почти всегда проигрывает цветным аналогом. В 90% случаев эффективнее взять мага Нурга, который и подхилит, и разложением подамажит, но за возможность вписаться в концепт Валькирии, огонь плюс хорн — это всегда круто, я ставлю его в Си-тир. Кстати, сама телега неделимого, ну не сказать, что прям слабая, просто опять же не нужна из-за существования мага, а просто так ее вне героя никто не берет, поэтому твердый F-тир. B-тир — избранные. И снова тролли, но на этот раз в броне. Вы спросите, тролли так высоко? С чего вдруг? А потому что это скрытый алмаз фракции. Казалось бы, просто накинули 70 единиц брони, то такого, но эта броня решает все. Это юнит второго тира, доступный со старта через эволюцию, а в миддлгейме их можно набирать пачками. В отличие от базовой версии, они уже не боятся каждого лучника. Куча брони плюс регенерация — это запредельная выживаемость, а стабильный бронебойный урон делает их не только моими любимчиками, но и фаворитами автобоя. Настоятельно рекомендую. A-тир — чемпионы. Вершин открывают с ноги, а точнее с лапы, Химера. На первый взгляд характеристики кажутся средними для 5-го тира, но на деле у нее одно из лучших дыханий в игре. Добавьте сюда бешеную мобильность и отличный урон. Но разработчики пошли дальше и дали ей регенерацию с технологией, что делает эту зверюгу лучшим выбором на лайтовую стадию. Даже Думстек из их делать не стыдно. А легендарная версия, которая еще хилится вне боя, это вообще уверенный S-тир. Кстати, про него: любимцы богов, S-тир. Ну и на самой вершине неделимого — воители
Хаоса. Конечно же, вся фракция и каждый лорд обязаны играть от этих парней. В базе они могут казаться обычными, но их истинная мощь раскрывается в технологиях. С ними эти машины убийства получают барьеры, регенерацию, огненные клинки и кучу других плюшек. Это элита элит, созданная доминировать. Думстек воителей — это классика, это база хаоса, это знать надо. Ну что же, с категориями разобрались, а теперь к остаткам хаоса. И начнем мы с легендарных лордов, которых у нас на секундочку целых 8 штук, поэтому давайте начнем с самых очевидных. Архаон всеизбранный, основа основ, база и отец всех отцов. Главная причина конца времен и в целом максимально четкий мужик. У него дичайшие статы в ближнем бою, а наличие верной лошадки Дархара делает его мобильным и опасным, хоть он и частенько застряет. Архаон не просто машет мечом, он великолепный колдун с доступом к мощнейшим артефактам хаоса. А про его супер бафы армии, которые капают просто за каждый уровень, даже говорить неловко. Кто вообще не знает, что Архаон — это абсолютная имба? Объяснение здесь лишнее. Это самый любимый любимец богов. Твердейший Эстир. Рядом с ним на вершине стоит Белокур, первый демон-принц этого мира. И первенство у него не только на словах, но и на деле. Он летает, больно бьет, шикарно колдует и даже умудряется хилиться прямо в пылу сражения. Но что делает его по-настоящему сломанным, это его способность компании. Наставить разлому в любой видимой части карты и перемещать армии в любой момент, это ли не читерство? Короче, еще одна лютая имбулька, только уже с уклоном в демоническую эстетику. Однозначно Эстир. Еще один фаворит богов, но чуть более скромней. Холик Солнцеед. Старейший шагот всея мира. И какая нам разница на его почтенный возраст, когда ты бессмертная гора ярости. Да, магии у него нет, но в честном поединке найти ему равных, ну, очень тяжело. Крупных юнитов он просто унижает, против пехоты стоит как скала, при этом он удивительно быстрый и не прочь швырнуть парочку молний у врага. Про бафы дракогров, которые сами по себе являются такими же имбами, как и он, я вообще молчу. Легчайший A-тир. Ну и последний лорд неделимого, хотя по факту любимчик Сланеш, Зигвард великолепен. На бумаге он выглядит как кошмар для дуэлянтов, дикий реген, куча брони, зеркальный щит, который плевать хотел на стрелков, но на практике мы имеем 3 огромных минуса. Первый, нет транспорта, он пеший, а значит слишком медленный, особенно по меркам скороносных чемпионов Сланеш. Второе, нулевой урон по броне. Да, он мега живучий, но он будет ковырять элитного врага до второго пришествия Архаона. Третье, отсутствие магии. Наш блондин — это просто супер жирный танк без урона, который по геймплею больше напоминает чемпиона Нургла. Максимально скучный лорд Си-тир. А вот Азазель — это как раз пример эталонного чемпиона Сланеш. Да, брони у него нет от слова совсем, что как раз таки база. Но зато он молниеносный, отлично фехтует, колдует, что делает его угрозой для любого отряда, и постоянно хилится. Бафы армии у него куда интереснее, чем у Зигварда, да и с ролью соблазнителя в компании он справляется на ура. Топовый боец, но, увы, не сломанная имба, поэтому отправляется в B-тир. Валькия кровавая, невеста Хорна и, пожалуй, один из лучших убийц крупника в игре. У нее потрясающая мобильность и высокая выживаемость, но, к сожалению, каким-то сломанным механикой, как и Азазель, она не обладает. Да, она быстро носится по карте, но в самом бою зачастую проигрывает своим братьям Хорнитам, что, согласитесь, не супер впечатляет для легендарки. Тем не менее, она достойный лидер, так что тоже B-тир. Братья Виллидж. На первый взгляд просто маг с неплохим телом бойца, но на деле он чертовски силен. Как маг он выдает колоссальный импакт, а как боец вполне способен постоять за себя благодаря регенерации барьера. Это делает его крайне универсальным лордом, хоть и медленным. Кстати, если вы гадали, откуда в вашем отряде внезапно вылезают 3 отродья Дзинча, знаете, это Виллидж страдает фигней и экспериментирует над своими солдатами. Заслуженный B-тир. Ну и на десерт один из слабейших, по моему мнению, лордов — Фестус. Доктор, он и в хаосе доктор. Да, он круто хилит союзников аурой, плюс магия Нургла. На бумаге это манит, но на практике Фестус как боец абсолютный ноль. Медленный, слабый и до смешного хрупкий. 6000 хп для чемпиона бога чумы. Это просто зашквар. И самое печальное, что разогнать его статы тупо нечем. Чума на карте особо не спасает, а гвоздем в гроб Фестуса становится существование мага Нурга на тележке. Этот герой хилит также, колдует также, имеет ауру урона, но при этом живет дольше и дерется лучше. Когда легендарный лорд уступает по всем параметрам рядовому герою, это само собой позор. Только за уникальный геймплей чистого лекаря отправляю его в C
тир. Лорд Хаос — обычный суровый мужик, который, как всегда, отлично машет топором. Я бы закинул его в самый низ, но есть нюанс: Демон Принц открывается только на 30 уровне, а до этого времени нам придется на чем-то воевать. И воевать мы будем на драконе Хаоса, а дракон — это всегда веский аргумент в любом споре, кто бы на нем не сидел. Но даже так этот лорд остается просто временной затычкой перед возвышением. Сам Демон Принц — это закономерный итог развития. Сильный боец, крутой маг, отличная мобильность и достойный баф армии. А что еще нужно для счастья? Для обычного лорда расти уже тупо некуда. Чистейший битир. Но сейчас стоит сфокусироваться на максимуме, ведь у нас остался скрытый рубин. Неожиданно имба выше чародей Хаоса. У него все то же самое, что у обычного мага-героя, то есть отличное колдовство, но при этом он седлает не какую-то там мантикору, а дракона Хаос, как и лорд. Да, мать его, это маг на драконе. А такая связка — это всегда билет в категорию им. Это тот редкий случай, когда ты реально сидишь и думаешь, а стоит ли мне его возвышать до Демона Принца? И зачастую ответ будет нет, потому что возвышение может стать скорее минусом. Ставлю мага на драконе даже выше Фестуса и Зигвальда. Тир. Ну и последнее, но крайне важная персона Хаоса — Харальдура Молотошторм. И снова первое впечатление обманчиво. Смотришь на него и думаешь, ну просто крепкий парень, заточенный под аннигиляцию вампиров, но на деле все куда круче. В бою он чем-то напоминает Зигвальда. Такая же лютая имба по статам и выживаемости, но в отличие от блондина, у Харальда есть отличная билка на урон и мощнейшие бафы всей армии, которые работают далеко не только против нежити. И все это добро мы получаем почти на старте игры. И самое главное, он занимает ячейку героя, а не лорда. То есть вы буквально за любого лорда можете взять себе в свиту улучшенную версию Зигвальда. Это нереально имбово. Молотошторм без лишних сомнений залетает в БС тир. Наконец-то мы закончили с лордами и героями. Пора добивать остатки бедолаг из ростера. Пойдем опять снизу вверх. Отверженные и отродья. Начало и конец одного и того же. Чрезмерного баловства с дарами богов. На практике мы получаем сомнительную пехоту в виде отверженных, которые по всем показателям сливают нурлитской версии, и отродий, которые также сильно уступают своим цветным аналогам. Даже с дарами Великой Четверки эти парни не впечатляют. А в базовой неделимой версии это вообще сплошное разочарование. Не рекомендую F-тир. Колесница Хаоса. Ну что тут сказать, даже у Сланеш эти телеги не вызывают восторга. А поверьте, они очень стараются. Про базовую версию вообще молчу. Воняет слабость, а это прямой билет в F-тир. А вот колесница на лютозверях, особенно с меткой Хорна, превращается в адекватную колесницу, способную навести шороха, но путь к ней через убогого предшественника настолько душный, что выше D-тира поставить не могу. Грабители на лошадках, хоть с копьями, хоть с топорами, статами не блещут, значительно уступают своим одаренным братьям, но даже те в компании около бесполезны. Что уж говорить про эту серию версий. Очевидный F-тир. Грабители, всадники. А вот эти ребята могут порадовать. Они превосходят почти все ближайшие аналоги, показывая хорошие результаты и в дальнем, и в ближнем бою. К сожалению, кроме как на старте, найти им применение трудно из-за отсутствия бронебойного урона. Поэтому D-тир. Продолжаем эволюцию лошадок. Рыцари Хаос. Казалось бы, у нас есть Архаон, который обожает рыцарей, значит тут они заиграют. Но нет, хоть с мечом, хоть с копьем, даже под магическими ударами от технологий, они в салат проигрывают цветным конкурентам. Цветастые рыцари позже уйдут в элитку, а неделимые так и останутся среднячками. Беру их крайне редко, только под Архаоном на первое время. D-тир. А вот мечи Хаоса, их легендарная версия, которую впитал в себя все лучше, огромные статы, бронебойка, сильная обилка на союзников и бонус к выживаемости лорду. Идеальная охрана для Архаона и единственный минус — всего 24 модельки в отряде. Но за их цену на это можно закрыть глаза. Легчайший A-тир. Финал забега коллег закрывают грабители. Худший здесь вариант именно со щитом. Версия с двуручьями обладает бронебойкой, а значит быстрее набивает опыт и как следствие быстрее эволюционирует. Щиты — это просто мясо без меняемого применения. Опытные игроки сразу превращают их в двуручье. D-тир для двурука чисто как основа стартовой армии. Раз мы говорим за грабителя, то давайте закроем всю цепочку прогрессии. Воины Хаоса. Тут три версии: щит, двуруч и алибард. Проблема в том, что мы выбираем всегда кого-то одного. Любой опытный игрок в Total War знает, алибарды — это имба. Именно за счет алибард наши неделимые парни могут уверенно конкурировать даже с цветными версиями. Алибардисты — чистейший сетир. Щиты и двуручи
неплохие, но более дешевые и слабые аналоги, так что D-тир. Избранные повторяют судьбу обычных воинов, но уже на солидных статах. Щиты и двурук просто хороши в C-тир. А лейбардисты тупо сильнее и являются уверенным выбором на любой стадии игры, но даже при всей их мощи они лишь затычка перед воителями, поэтому только B-тир. Зеркальная стража. Хоть они и служат Сланеш, но пройти мимо личной охраны Зигвальда я не мог. Это классические воины со щитом, но с уникальной фишкой. Они дают защиту лордам и героям вокруг. В затяжном бою это реально решает. Ставлю их в один ряд с избранными со щитами. C-тир. Наконец тира я оставил вам самое сочное. Монстров. Начнем с малого. Обычные псы хаоса. Казалось бы, ничего интересного. Бегают, кусают, доедают бегущих, но есть один нюанс. Технология на регенерацию в бою. Как и в случае с Химерой, это в разы увеличит пользу от этих зверушек, позволяя им переживать стычки, в которых обычные собаки давно бы сдохли. За такую живучесть на сдачу заслуженный D-тир. Даже нас идет великан хаос. На первый взгляд статы у него просто бомбически, гора урона, высокая точность, но не обольщайтесь. Ждать от него рекордов по фрагам не стоит. Эти парни созданы для одной цели — впитывать тонны урона и выбивать из врагов все снаряды. У них огромное количество хп именно для того, чтобы вражеские стрелки и арта фокусировались на их, пока ваши реально важные юниты занимаются делишками. По своей роли они очень напоминают мне Зигвальда, чистейшие танки, поэтому и поставлю я их рядом в C-тир. Адская пушка и проклятая душа. По факту две стороны одной монеты. Это уникальная арта, стреляющая самонаводящимися снарядами, которые почти никогда не мажут. Добавьте сюда бронебойку и отличную дальность, и вы получите эталонную пушку. Для фракций, у которых со стрелками беда, это настоящий спасательный круг. Но есть и подвох. Несокрушимость. В данном случае она скорее мешает, чем помогает. Если у других фракций пушка просто убежит при угрозе, то этот демонический кусок стали будет стоять до конца и просто сдохнет. А потерять такую пушку — это очень больно, ведь вернуть ее в строй, ох, как нелегко. Опытные игроки всегда ставят троллей рядом, чтобы защитить эти пушки. Но в целом A-тир заслуживают полностью. И закрывают наш список сегодня дракогры. И вот тут нужно пояснить максимально подробно. С одной стороны, это ударные монстра 5-го тира с отличными статами и бронебойным уроном. Вдобавок у них есть солидный бонус против крупных целей в 26 единиц, что делает их главной угрозой для вражеской кавалерии и чудовищ. Но это только начало. При своих внушительных характеристиках они быстро передвигаются и обладают 25% сопротивлением выстрелам. В сочетании с хорошей броней и огромным запасом здоровья мы получаем одну из самых опасных элитных единиц в игре. Однако, даже это не главное. Будь они просто юнитом Т5, я бы поставил их в A-тир и на этом закончил. Но прелесть в том, что мы можем нанять этих парней практически в любой момент кампании благодаря механике лагеря, которая позволяет добавить этих полукентавров в армию с определенным шансом. Играя за Холика, я таким образом собрал уже полстека этих имп, хотя у меня даже близко не было построек на их нами. А с бафами самого Холика они превращаются в сущий кошмар для противника. Глядя на все эти плюсы, я физически не могу поставить их ниже S-тира. Объективно, второй юнит в ростере после воителей. Рекомендую. Кстати, их знаменитый отряд Сцепную молнию — это вообще отвал башки. Баланс явно прошел мимо их. Тоже S-тир. А вот их старшие братья Шаготы таким послушным списком похвастаться не могут. Да, у них все так же крутые параметры, гора урона, антикрупняк, защита от стрел и даже способность сломать стены. В совокупности это дает очень качественного монстра 5-го тира, но главная проблема в их получении. В отличие от обычных дракогров, Шаготы не приходят к нам когда угодно. Они открываются только через дары богов на очень поздней стадии кампании. Дай боги хаоса, если они появятся у вас к 100-му ходу. И то, если вы очень сильно потели. В то время как обычные дракогры начинают пополнять ваши ряды уже на 40-м, 50-м ходу, что гораздо эффективнее. По факту в бою оба вида одинаково сильны имбы, просто одни дешевле и доступнее. Поэтому Шаготы выше B-тира не поднимутся. Тир-лист на экране. Я ложил в это видео уйму сил и времени, так что обязательно поддержите лайком и подпиской. Удачи!